Владимир, а у вас есть ощущение, что если Путин, допустим, он не реализует свой план по поводу Украины, но я в этом уверена, что не реализует, то Россию ждет глобальный кризис? Да, конечно, потому что сейчас, во-первых, они держатся на последних ресурсах, которые есть, то есть у них есть какие-то еще накопленные финансовые резервы, какие-то есть прибыли у компаний, но перспектив улучшения всей этой ситуации нет, потому что видно, что международная изоляция, она как бы превратила Россию в такого летучего голландца. То есть капитал не приходит, инвестиции из Китая, Индии, Ближнего Востока в Россию не идут. И, как вы видите, все последние встречи и саммиты Путина с Си Цзиньпином, с Нарендрой Моди, они никаких здесь прорывов не создали. Более того, там появляется новая нерешаемая проблема из-за замораживания расчетов с этими всеми странами глобального юга, потому что их банки и компании боятся вторичных санкций западных, они очень сильно подвязаны на западную финансовую систему. И таким образом непонятно, где ресурсы брать для развития. У нас было, спасибо, что рекламируете мой YouTube-канал, я много цитировал наших чиновников в последние пару месяцев, они говорили про то, что нынешняя модель основана только на проедании оставшихся имеющихся ресурсов, но где брать новые, непонятно. Капитал не приходит, инвестиции иностранные не приходят, и, в общем, то, что есть, оставшееся уменьшается постепенно. В такой ситуации они живут, поэтому для Путина, конечно, наступает такой момент истины. Что он начал говорить про мирные переговоры, он больше, чем допустим, год еще протянуть в таком режиме не может. Причем еще одна проблема, что ему не хватает денег, даже в действующем раздутом военном бюджете, не хватает денег на войну. Видно, что у него вылазят многие серьезные проблемы, и нерентабельное военное производство, и развал снабжения, и необходимость индексации денежных выплат из-за бешеной инфляции. Поэтому он в такой вилке, и, конечно, здесь для него было бы очень выгодно продавить Запад и Украину на то, чтобы согласиться на какое-то замораживание конфликта. Он тогда бы рассчитывал, что он подкопит ресурсов, чуть стабилизирует ситуацию. Поэтому ни в коем случае нельзя на это дело соглашаться. И надо понимать, где все его кощеевы слабости, и продолжать на него давить. Ресурсы у него заканчиваются. Но Путин хочет не просто замораживания конфликта, он еще требует, чтобы Украина отдала ему все 4 области, которые Украина точно ему отдавать не собирается и не будет. Понятно, что ему тяжело, и ему сейчас выгодно все это остановить, чтобы действительно подкопить ресурсы. Но если говорить о этих 4 областях, о которых Путин заявляет, если все-таки представить, что ему они достаются, у него есть деньги на эти территории? Мы же видим, что сейчас происходит с Мариуполем. Да? Они построили много домов, но в них жить невозможно. Я думаю, что это будет очень серьезной финансовой нагрузкой. То есть там в целом нужны триллионы и триллионы для того, чтобы эти территории содержать. Понятно, что мы имеем этот опыт с Крымом уже в течение многих лет. Понятно, что оккупированные территории, мягко говоря, себя не окупают. Потому что капитал туда не идет, никакой нормальный инвестор туда вкладывать ничего не будет и так далее. То есть это будет висеть только бременем на российском бюджете. Там это отдельный большой разговор, допустим, если будет теоретическая заморозка конфликта, удастся ли ему накопить ресурсов, потому что мне кажется, что Путин и его советники, они рассчитывают на то, что заморозка конфликта означает и перспективу частичного хотя бы снятия санкций. На мой взгляд, этого не будет. И они здесь в очередной раз переоценивают ситуацию. И таким образом, в принципе, эта остановка боевых действий, она им не сильно прям много даст. И это просто такая объективная для них потребность, потому что они долго не могут продолжать войну высокой интенсивности. Не думаю, что и с учетом того фактора о том, что вы говорите про содержание оккупированных территорий, там много разных факторов, еще других. Я не думаю, что ему заморозка конфликта что-то прям реально даст, но для него это острая потребность сегодняшнего дня, поэтому он и Орбана зовет к себе, и везде сейчас в каждом выступлении говорит о переговорах. То есть, видимо, такая ситуация для него прям такая аховая.
В России зафиксировали рекордное за 2 года падение экспорта нефти. Морской экспорт российской сырой нефти за неделю с 1 по 7 июня упал на рекордные 37%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. А с чем связаны такие резкие скачки? Ну вот эти данные надо проверять, на мой взгляд, смотреть на то, что будет происходить в следующей неделе, потому что уж очень резкое падение, то есть действительно больше, чем на треть. Небывалая такая штука. Если это все действительно подтвердится, я вижу единственное объяснение – это вот проблемы с танкерами и проблемы с перевозками из-за того, что страны Запада пытаются давить на исполнение ценового потолка в $60 за баррель и отказываются работать с Россией какие-то вот не участники вот этого теневого флота, а там в каждой цепочке есть какие-то легальные игроки, или перевозчики, или страховщики, или трейдеры, которые покупают там на той стороне, да. Если действительно вот будет устойчивый, не разовый какой-то фактор, да, а устойчивое падение морского экспорта нефти, я вижу тут только одно объяснение, что это проблемы с перевозками из-за угрозы западных санкций, значит, это все работает. Ну вот проверим. Мгм. А вот если страны Большой Семерки, они будут и дальше ограничивать экспорт нефти санкциями на перевозчиков, это как-то повлияет? Да, конечно, там есть вот этот момент, что там в значительной степени еще не все возят вот эти серые суда из теневого флота, в значительной степени там участвуют легальные такие игроки, которые открыто участвуют на международном рынке, и они уязвимы к вторичным санкциям. Вторая история – это что делать с этим теневым флотом, потому что там, помимо всего прочего, есть и очень большие экологические риски и в плане низкого качества, и плохого обслуживания этих судов, и в плане низкой подготовки экипажей. То есть перспектива такой большой аварии здесь, она вполне реальна. Поэтому вот еще одна вещь, которую постоянно обсуждают, это закрытие датских территориальных вод, например, для вот этих российских серых танкеров. Дело в том, что для того, чтобы выйти из Балтики, это ключевое экспортное направление, нужно пройти через довольно узкие датские проливы. И вот Дания здесь имеет регуляторные полномочия для того, чтобы суда, которые проходят, инспектировать на предмет просто их безопасности. Вот этого вопроса он очень пугает там, чиновников в Москве, и мы слышали очень всякие грозные заявления, что это недопустимо перекрывать датские проливы для перевозок российской нефти. Но я вижу, что опасения по поводу, в том числе и рисков катастрофы, они в Европе, и в Дании, и в НАТО, они усиливаются. Жду в ближайшие месяцы какой-то эскалации на эту тему. То есть я думаю, что эти танкеры начнут останавливать потихоньку и проверять, как минимум, да. Посмотрим, какая будет у Путина реакция. Но вот это тот рычаг, который у стран Запада есть. Еще раз обращаюсь к нашим зрителям, поставьте свой лайк нашей трансляции, даже если смотрите в записи, тоже комментируйте, обязательно будьте активны, но и не забывайте указывать, с какого вы города, какой страны, где вы нас смотрите, нам очень интересно знать, какая у нас аудитория. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня давал пресс-конференцию. Он сказал, что сохранение нашей энергетики частично зависит от того, что мы нанесли мощные удары по объектам генерации России. А вот россияне на себе чувствуют эти удары? Ну, по электроэнергии пока нет. Смотрите, в чем история в России. В России просто дикий избыток генерирующих мощностей. То есть он там составляет более трети. Да? Поэтому это такая традиционная проблема. Они очень много вбухали денег в строительство новой генерации в последние годы, а того роста экономики, на который они рассчитывали, его не получилось. Поэтому, в принципе, здесь и у нас энергосистема достаточно интегрированная, и здесь, если там есть какие-то повреждения генерирующих объектов в одних регионах, есть возможность задействовать другие. То есть это не настолько влияет, как, например, те же удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые там все-таки основная интенсивность была весной, но проблемы с производством бензина и на топливном рынке, они очень заметны до сих пор. Да? Вот. Поэтому здесь, что касается генерации, здесь другая ситуация. Вот. А вот эти удары по украинским энергообъектам, они, конечно, очень серьезное негативное влияние имели. То есть придется переходить на распределенную небольшую генерацию. Это, конечно, сложно. Но, с другой стороны, это менее уязвимо для вот таких российских ударов, как
крупные стационарные энергообъекты. Так что Путин здесь, вот нанося удары по электростанциям Украины, он в принципе, для себя осложняет вот возможность таких действий в будущем, потому что за распределенной генерацией, грубо говоря, сложнее гоняться. А чтобы сделать зеркальный ответ России, то это что нам? Нужно тоже множество ракет, как сейчас делает Российская Федерация? Или, в принципе, и дронами можно потихонечку выбивать эту генерацию? Ну, дроны достаточно эффективные. Я в последнее время, так вот по моей оценке, смотрю, что украинские удары в основном сейчас направлены реально на инфраструктуру, которая связана со снабжением армии, с военным производством и с какими-то военными объектами. Вы помните, да, что основные удары все-таки по нефтепереработке, они были, там, скажем, в марте, да, весной. Как-то сейчас их интенсивность все-таки снизилась. Но вот еще раз повторю, что топливный рынок достаточно уязвим. Это первое. И до сих пор вот эти последствия тех весенних ударов, они сильно сказываются в виде дефицита бензина и роста цен. А что там еще есть? Там вот, по-моему, мы тоже как-то говорили об этом с вами. Например, одна из дырок очевидных: в России абсолютно дырявая инфраструктура кибербезопасности. И мы это видели, то есть и огромный дефицит специалистов. Вот еще там полгода назад оценивали в 100 тысяч человек дефицит специалистов в этой сфере. Там разные компании, экспертные агентства называют цифру 45-55% вакансий в плане киберзащиты. И ну вот это понятное дело, что это все из-за войны, мобилизации и массового отъезда специалистов за границу. Вот здесь можно было видеть такие сбои, например, как в логистической и курьерской компании СДЭК, которая несколько дней просто стояла из-за того, что ее хакнули, да, и это очень сильно помешало там доставки всяких разных важных грузов и отправления и прочего. Наша такая особенность состоит в том, что путинская экономика построена на очень узком наборе таких монопольных игроков. То есть в каждой сфере экономики есть вот какая-то одна структура, которая, если она там выбивается, то этот сбой идет дальше вот по всей стране. Вот мне кажется, вот это одна из таких важных уязвимостей. Здесь не нужны даже, как мы видим, ракеты. Поэтому такие уязвимости есть, и вот выявить их, в принципе, возможно. Ну, мы, в принципе, видим, что наши специалисты тоже работают в этом направлении. Несколько раз было кибератак, очень мощных и хороших, поэтому я думаю, что действительно это все продолжится.